Добрым утром, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Поскольку генерал ушел в дачу полностью, мы снова отправляемся вдвоем с Биг Энтони на поиски приключений, ну и заодно что-нибудь покопать. В лесу находиться просто невыносимо. Невыносимо, дорогие друзья. Комары, как у нас теперь принято говорить, выносят за уши из леса. Туда просто не зайти. А уж речи и нет о том, чтобы начать копать и хотя бы маленечко вспотеть. Потому что там еще присоединятся такие ребята, как Слепни. И это вообще будет просто сущий кошмар. Поэтому мы хотим копать в комфорте. Как генерал говорит, я люблю цветные сигналы. Мне только они интересны. Ну вот и нам сегодня хочется тоже походить по такому чистому полю, постриженной травке, да, Антон? Не говори. Какие? Ты все так же планируешь серебро найти? Кто планирует, тот находит. Говорят, у тебя очень много почитателей стало после последнего видео. Ну да, ребята пишут, там всем привет, кто писал. Узнают, сейчас уже на заправке Антона узнали тоже. Разговор был. Вот, блин, популярность, черт побери, что ж происходит такое, а? Ну ладно, мы взяли вот... Продюсерская студия Рыболов Копатель. Ну, типа того, да. Едем, друзья, взяли кофе. Поднимаю этот стаканчик за ваше здоровье. Приятного просмотра, отличного настроения, весеннего. Коротко о погоде. Ну, там вот поливает. Там вот поливает. Мы едем туда. Вот так вот, друзья, у нас в Калининградской области. Едешь по автостраде, а здесь, вон, посмотрите, на столбах аисты сидят. Вот он, мужичок, чистится. Вон еще один. А аисты это что? Это признак хорошей экологии, друзья. Ребят, ну вот смотрите, дождик прошел, и мы приехали на Скошенку. Вот тут огромный дом стоял. Вот здесь огромный дом стоял. Между ними кладезь сигналов. И все скосили. Сейчас мы походим, не переключайтесь, обязательно будут находочки. Еще не подписался? Обязательно подписывайтесь на канал. Пишите ваши комменты и ставьте палец вверх, нажимайте колокольчик. Ходим, бродим, сигналов много. Пару пфенигов я достал. Антон там о пуговице говорил. И вот медная обручалка довольно-таки большого размера. Сигналов прям очень много. Уже третью скорость поставил, чтобы хоть как-то различать. А вон он и Антон без серебряников. Но надеюсь, сегодня серебро наконец-то найдет и распечатается. Потом будет вечеринка в толпаках. Начало положено, друзья. Копаем дальше. Дальше вот такая кнопочка попалась. По-моему, это на кошельках были такие, если я не ошибаюсь. А вдруг и кошелечек где-то рядом лежит с талерами. Был отличный сигнал. И смотрите, что улетает, ребят. Смотрите, какая шайба. По-моему, Империя. Если не ошибаюсь. Сейчас аккуратно ее почищу. Вот краешек протер, что-то там. Ну, Империя, скорее всего. Уже потом в машине водичкой помою. Неохота щеткой тереть, потому что испоганю. Зачет. Тут вот булыжник с поля сгребли. А там мак, по-моему, цветет. Странность какая-то вылетела. Сейчас попробую почистить. Она вон с узорами сплошь и рядом. И с этой стороны. Ой.
И здесь какой-то коловрат, блин. Сейчас почистим и узнаем, что это такое. Почистил. Странная штука. С отверстием, как будто она была вмонтирована куда-то в стену или в потолок, и из нее что-то торчало. А может, к какому-нибудь предмету интерьера крепилась. В темно-зеленой патине какой-то цветочек посередине. Легкий орнамент по контуру. Интересная вещь. В накопитель забираем. Антоша вот потеет, копает. Какая-то керамика пошла. Биг Энтони. Второе имя без серебряников. Начинаем. Смотрите, пуговицу какую выкопал. Типичная восточно-прусская красота. Похоже, камешек еще посередине был. Вон он. Отпечатался. Колосики отпечатались. Выкопал и так уже краем глаза увидел, похоже на солид. Да, это солид. Вензель с короной. Как-то так. Пришел попить к машине. Вот, монету помыл. 5 копеек. Да, 5 копеек. Такую я не находил еще. Все. Пойду дальше копать. Обратите внимание на голову, друзья. Очень жарко. Очень и очень жарко. Представляете, 2 таких куста больших с ягодой. По-моему, это жимолость. Посмотрите. Я вообще в шоке. Май месяц. Уже ягода поспела. Да, это жимолость, если я не ошибаюсь. Посмотрите, сколько. Вот. Раз куст. И 2 куст. Вообще. Витамины. Антон уже в коммунистические цвета переоделся. Вот тут писали историю, не знаю, Советский Союз. Ну, извините, бывает. Не все знать можно. Ну. Вон пряжку какую выкопал. И был таков. Мощная. Ну, это с конской упряжи, скорее всего. Да. Что-то она дюже мощная такая. Через нее кожина проходила. Это конская. Дальше фурнитура вот такая попалась. Не знаю. Похоже, обломанная. С клеймом из латуни. На какой-то коже, видимо, была. Может, от сумки или от того же кошелька. Много цветняшек всяких. Проволоки. Уже целую сумку набил. Монетные дела продолжаются. И слегка озарила своим блеском серебряным сначала. Но это алюминий. 50 пфенигов.
в монетную копилку. Отправляем ее. Сохран ничего такой себе. Сейчас у нас, ребят, перерыв небольшой. Очень жарко ходить. Такой промежуточный, небольшой. Что у меня получилось? Монетки, монетки, монетки. Ну вот, блин, это империя. Классная такая вообще. У нас-то вообще это редкость. Я понимаю, что на основной территории России это сплошь и рядом. А тут, пожалуйста, 5 копеек. Я вообще ни разу 5 не находил. Пол копейки находил. 2 копейки находил. Такую не находил. Такие вот безделушки всякие попадаются. Тоже какие-то странные кусочки. Монетки всякие разные. Пойдем сейчас дальше искать. Ну что скажешь, Антонио? Жарко. И чай горячий помогает в жару, кстати, хорошо. Тяжеловато, да, ходить? Еще походим. Еще походим, я тоже думаю. Так что не переключайтесь, друзья. Цветнина вон лезет всякая. Худо-бедно. Цвет мед собирается. Пойдем дальше ходить. Идешь, идешь, идешь. Бах, сигнал. Опа. Гирька. Гирьки я люблю. Это здорово. Там все в клеймах должно быть. Так и есть. Сейчас почищу. Благо машина недалеко. Промыл ее водой. Вон, видите. Орел. Пятерка. Эль. Восточная Пруссия. Класс. Гирьки я люблю. Там в кустах стоял дом. Смотрю, тут на окраине стекляшка стала попадаться. И вот тут вот большой сигнал. Там, смотрю, стекло, стекло, стекло. Может быть и помойка, ребят. Сейчас попробую поковырять. Баночка была с алюминиевой крышкой. Банки кирдык, а крышка целая. Марилан какой-то. Крем. В помойке все стекло подавленное. Земля спрессованная. Сигналов больше нет. Закопал, пошел дальше. И вот попалась мне 20-ка рамочник. Смотрите какая. Как будто в нее стреляли. 48-й год. Посмотрите какая. Изувеченная. Так, вот выкопал. Это ДТ, если не ошибаюсь. Маркировки вон какие-то даже. Иду вдоль канавы. Хоть какое-то напоминание о воде. И вот сигнал был у меня. И смотрите, по-моему, это часы. Точно. Точно, друзья. Это часы. Не серебряные, не золотые.
Сейчас почищу и поглядим с вами. Латунь. И вот такой хронометр перед нами, друзья. Ни стрелок, ни крышек. Сейчас покружу здесь, может остатки будут. Это очень жарко, друзья, это просто плавление. Антон пропотел, он, как я не знаю, сколько ты уже 60 килограмм весишь, по-моему, Антон. Введение итогов, потому что все, уже пошло плавление некое. В принципе, мне понравилось сегодня ходить. Результат не шибко, мега-супер гига, но он есть, друзья, результат есть. Пожалуйста, монеты разных сортов. Вот эту вообще подкидывали и стреляли по ней, скорее всего. Всякие безделушки, империя, фениги, чих, пых, мых, гирька, обручалка, колечки. Антон надолбил, посмотрите вон, шикардоса какого. 5-копеечник взял и был очень рад тому. 3-копеечник взял, золото партии. Ну вот у него монетка, он возрадовался ей очень сильно. И уже, конечно же, узнал даже, что это, что за лев этот тигр. Как оказалось, это Бельгия 800-х, да? Да. Тебе нравится такая, Антон? Только дырка, походу, сделанная. Играться, чтобы, наверное. Ну, может быть, потому что на фотографиях без дырок они. Ну и даже дырка неровная, если честно. Да. Фальшь какая. Молодец. Вон пряга какая. Отполируешь, потом на стене сделаешь имитацию конской упряжи. Все-таки пугаются, да? Ну, вот пуговица прикольная, кстати. В ней, мне кажется, какая-то вставка еще была. Камень, ну, какой-то камешек, может, посередине даже. Фрау какая-нибудь таскала. Да, таскала легко. Мы отправляемся даже не в Толпаке, да, Антон? Мороженое, наверное. Мороженое, минералочка зеленоградская. Побольше, соленой попить и все, и домой. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, подписывайтесь. Ставьте лайки. Да. Смотрите, как просто вот тут блеск такой, я вообще в шоке. С Вин Дизелем. Смотрите, как рыжий переливается мокрыми. А? Золотистый, да? Медный. Антон Медный. Он меди сколько Коммунист. наковырял.